取望月之果，此时在我一身凶险之中，亦属浅色。Ван Линь, как посланник Дворца Громовых Бессмертных, путешествует по разным семьям, требуя плоды Вознесения, за что получает значительные награды. Затем он направляется к звезде Юнься, нацелившись на Ван Юэ. Согласно официальному превью 144 серии, Ван Линь силой извлекает кость Ван Юэ, но неожиданно спасает Танлана. Ван Юэ также пробуждается и впадает в ярость, агрессивно преследуя Ван Линя. В этом путешествии Ван Линь отправился, чтобы извлечь одну из костей Ван Юэ, и никто не мог представить, насколько опасной окажется эта миссия. Он сам считал, что все давно просчитано, но в итоге заплатил чудовищную цену. Почти все его магические сокровища были уничтожены, а тело полностью разрушено, и лишь чудом он сумел добыть только половину кости Ван Юэ. При этом сокровища Танлана, оказавшиеся в зоне хаоса, каким-то образом также перешли к Ван Линю, будто сами легли ему в руки. После того, как он собрал достаточное количество плодов Вознесения, Ван Линь прибыл на звезду Юнься, сформированную из сущности Ван Юэ, и сразу почувствовал неладное, словно это существо начинало пробуждаться. Более того, в месте, где когда-то находилась золотая жила, он неожиданно обнаружил камень бессмертного мира Танлана. Оказалось, что после того, как Танлана перебросили в звездный домен всех небес, его страсть к поиску сокровищ снова вспыхнула, и он прибыл на Юнься в самый неподходящий момент, когда Ван Линь ушел на бой с кланом Хуань. Ничего не понимая, Танлан сразу же схватил камень бессмертного мира и начал действовать крайне безрассудно, что в итоге привело к его трагическому падению. Когда Ван Юэ пробудился, его просто проглотили и заперли в месте, где он провел более 100 лет, полностью истощенный и фактически замаринованный. Тем временем Ван Линь начал операцию по извлечению кости Ван Юэ, используя все плоды Вознесения, чтобы ослабить его восприятие и парализовать тело, но он все равно не был уверен, что боль не пробудит это существо полностью. Поэтому он оставался предельно осторожным, ведь понимал, что против него существо уровня спутника восьмизвездного древнего бога, чья сила превосходит пиковых культиваторов разрушенной нирваны. Когда он применил силу дао преобразования в желтые источники и начал выкапывать золотую жилу вместе с костями, Ван Юэ все же пробудился, хотя эффект онемения еще действовал, сковывая его движение и разум. Ван Линь успешно извлек кость Ван Юэ, но при этом неожиданно спас Танлана. Оказалось, что Танлан был послан Тянь Юнзы и его группой, чтобы захватить Ван Линя, но Танлан, полагаясь на свою чувствительность к сокровищам, также почувствовал Ван Юэ. Однако жадность Танлана привела к тому, что его обнаружил Ван Юэ, который насильно заточил его в своем теле. Танлан бесчисленное количество раз пытался сбежать, но безуспешно. Но извлечение Ван Линем кости Ван Юэ создало трещину в теле Ван Юэ, позволив Танлану воспользоваться случаем и сбежать. Таким образом, Ван Линь случайно спас его. Даже так ситуация мгновенно стала смертельно опасной, и Ван Линю пришлось выложиться полностью, используя все свои божественные способности и даже взорвав знамя души, сопровождавшее его большую часть пути культивации, чтобы выжить. В результате хаоса Танлан по чистой случайности выбрался из своего заточения, но Ван Юэ, увидев Ван Линя с собственной костью на спине, пришел в неистовую ярость. Его атака была настолько ужасающей, что ее сравнивали с ударом пальца древнего бога, и даже после того, как Ван Линь выбросил половину кости, чтобы смягчить гнев, давление удара накрыло обоих. Танлан отчаянно использовал все свои сокровища, включая великий котел древнего бога Тусы и проекцию картины горы и реки, и лишь чудом смог выжить, потеряв почти все и оказавшись отброшенным к началу пути. Но Ван Линь заплатил еще более страшную цену. Его марионетка из Лэй Дао Цзы была уничтожена. Он использовал врожденную энергию меча Линь Тяньхоу, взорвал семизвездный мечевой массив 12 уничтожающих мечей, и в итоге его физическое тело было полностью разрушено, хотя первичный дух сумел вырваться и слиться с древним громовым драконом. Огромные пальцы Ван Юэ набросились на Ван Линя. Несмотря на все свои силы, Ван Линь не смог остановить атаку, и его тело в итоге рухнуло. К счастью, Ван Линь обладал душой первородного громового дракона, которая быстро унесла его прочь. В памяти древнего бога Тусы говорилось, что в теле зверя Ван Юэ есть часть под названием Юэхуа – лунный свет, обладающая высокой токсичностью. От ее яда не может спасти ничто, кроме крови богов. Добыть кости уже умершего зверя невозможно. Зверь оберегает свою Юэхуа, и при угрозе этой части тела он приходит в ярость и уничтожает все вокруг.
Ван Линь понял, что если Таньлан действительно пытался извлечь Юэхуа, то это могло привести к катастрофе уровня уничтожения половины звездного региона Лотянь. Ван Линь активировал всю мощь своего дао, заставив планету и тело зверя войти в состояние колоссальной нестабильности, продолжая операцию по извлечению кости. Ему удалось выжить и уйти, неся с собой половину кости Ван Юэ, а по пути он еще и забрал все сокровища, которые Танлан в панике выбрасывал, спасаясь от гибели, за исключением великого котла, возвращенного в тело Ван Юэ. Спасаясь бегством, изначальный дух Ван Линя был мрачен, но внезапно впереди в звездном небе он внезапно увидел императорскую корону, которую недавно одевал Таньлан. Теперь же она просто мирно летала в небе, никуда не торопясь. Ван Линь был ошеломлен. Божественным сознанием он тут же ухватил ее и тут же быстро полетел дальше. Палец древнего бога медленно рассеялся. Огромный Ван Юэ издалека посмотрел, как улетает Ван Линь, и в его взгляде отразилась задумчивость. Он взглянул на огромную печь в своем щупальце, и немного поколебавшись, его огромное тело полетело вперед, снова начав охоту. Ван Линь, осознав, что позади него снова есть догоняющий огромный монстр, не смог сдержать слова проклятий. В этот раз Ван Линь признал свое безрассудство. Он и подумать не мог, что здесь появится Таньлан, который стимулирует сознание Ван Юэ. Если бы не это, то с первоначальным планом он бы точно не оказался в столь затруднительном положении, как сейчас. За это путешествие его потери были слишком велики. Формация звезды Семи Мечей была полностью разрушена, флаг ограничений взорван, ци меча Линь Тяньхоу была рассеяна, и это не говоря уже о его смертном теле, от которого в данный момент остался только изначальный дух. Тем не менее, получил он тоже многое. Его изначальный дух смог вырваться на свободу, у него теперь есть часть кости Ван Юэ, а также гора и световой экран картины гор и рек, плюс эта императорская корона. Поразмыслив, Ван Линь мрачно вздохнул. Его скорость была невероятно большой, но позади него Ван Юэ все же медленно его догонял, с каждым толчком преодолевая огромные расстояния. Если бы это был Ван Линь внутри смертного тела, то он был бы уже давно схвачен. Но теперь, не имея тела, его изначальный дух смог наконец достигнуть своей максимальной скорости, которая ни в какое сравнение не шла со скоростью смертного тела. Она превышала его в несколько раз. Мчась вперед, Ван Линь изначальным духом влился внутрь звездного компаса и, захватив кость Ван Юэ и бессмертного защитника, на сумасшедшей скорости летел вдаль. Ван Линь точно не был уверен в том, что встретится он с пальцем древнего бога снова, ему снова повезет. Скорее всего, его схватит этот Ван Юэ, и тогда он, несомненно, умрет. Изначальный дух, слившийся с звездным компасом, достиг просто невероятной скорости, которая была почти сравнима со скоростью самого Ван Юэ. Хотя он и не мог оторваться, но все же мог держаться от зверя на достаточном расстоянии. Вот только такой полет требовал от изначального духа Ван Линя большого поглощения силы. Прибавив к этому его серьезные раны, мы получаем то, что изначальный дух в этот момент стал слегка прозрачным. Пролетев огромную территорию северного региона Лотянь, Ван Линь наконец прибыл в южный регион Лотянь. Долгое путешествие на огромной скорости делало изначальный дух Ван Линя все более и более слабым. Было понятно, что он не сможет долго выдерживать это, но позади него Ван Юэ также снижал скорость. Более того, на границе северного и южного региона Лотянь он внезапно остановился и несколько раз удрученно взревел, не смея пересекать границу. И хотя путь был почти смертельным, Ван Линь не считал это полной потерей, ведь он не только выжил, но и стал сильнее, а все случайные подарки Танлана снова оказались в его руках. Как будто сама судьба каждый раз направляла добычу прямо к нему. Танлан, возможно, думал, что спасается от беды, а с точки зрения Ван Лина, этот человек был настоящим легендарным доставщиком сокровищ, который в самый идеальный момент лично выбрасывал подарки. А если видео понравилось, ставьте лайк и напишите комментарий. Большое спасибо за просмотр.